Всем привет! Мы продолжаем наше знакомство с набором для самостоятельной сборки от бренда «Автомобиль в деталях», он же AVD Models. Готовая модель должна копировать ЗИЛ-157. В первой части мы рассматривали содержимое набора. Детали я уже подготовил к покрасочным и сборочным работам. И сегодня мы посмотрим, как они стыкуются друг с другом. Возможно, есть некоторые нюансы, и их всегда лучше выявлять заранее. Потому что обычно после сборки очень сложно подправлять хрупкие и мелкие элементы. И, конечно, здесь все очень индивидуально. Покажу, какие методы использую я. Возможно, у вас свои технологии, тоже будет интересно узнать, как собираете и окрашиваете вы свои сборные модели. И начнем мы с инструмента. Опять же, здесь все индивидуально, у каждого свои предпочтения. И чтобы детали отсоединять от литника, многие пользуются бокорезами, ножницами или какими-то острыми инструментами. Например, можно использовать обычный скальпель. Но мне подобный инструмент не очень нравится, потому что вы не чувствуете усилия, которое прикладываете к детали. И в этом плане я пользуюсь обычным острым лезвием от канцелярского ножа, и лезвие я использую без самой рукоятки. Опять же, этот метод более опасный, нужно быть внимательным, чтобы не порезаться, но мне он нравится больше. И еще раз повторюсь, здесь у каждого свои предпочтения. Также вам понадобится отвертка. У меня самая обычная китайская отверточка, и эту деталь я взял из одного набора. Тоже была масштабная копия, и там предлагалась такая отверточка. Она не самая дорогая, но лично для меня ей пользоваться очень удобно. И помню, как-то давно вам демонстрировал эту отвертку, кто-то сказал, у него тоже точно такой же инструмент. И можно использовать для установки мелких деталей различные пинцеты, щипчики. У меня вот такой советский инструмент, который меня часто выручает. И опять же, несмотря на то, что он не брендовый, мне он очень нравится. Здесь, повторюсь, все зависит от того, с чем вам удобно работать. И также я на всякий случай приготовил инструкцию по сборке. Хотя, еще раз повторюсь, здесь все очень интуитивно понятно, и эту масштабную копию можно собрать без данного элемента. И начнем мы с кабины. Это металлическая деталь, и перед покрасочными работами я советую ее немножко обработать. Пройтись мелкой наждачкой, 800-кой, также можно 600-кой для начала, потому что все равно после литья остаются рытвинки, также небольшой облой, и вы должны всегда знать одно правило, что качество покраски зависит от подготовленной поверхности. Если вы хорошо подготовите деталь, то и краска ляжет очень хорошо. А если деталь будет плохо обработана, как ни старайся, краска выявит все недочеты. И еще один момент, у этих моделей не нарезана резьба на крепежных элементах, и поэтому я вам советую тоже сначала подготовить эти детали, пройтись или мечиком, но у меня такого мечика нет, поэтому я использую обычный винтик из комплекта, который поставляется с данной моделью, и советую вам брать один винтик для нарезания резьбы, потому что все равно деталька портится, и потом вам будет его сложно закручивать. Вы нарезаете резьбу, здесь нужно приложить некоторое усилие, но ничего сложного нет, только не переусердствуйте. И резьбу я уже подготовил, поэтому у меня он закручивается легко. И вам нужно пройтись по 3 точкам. Последняя находится на задней стенке кабины. И этот винтик вы можете куда-то отложить, чтобы при сборке следующих наборов его опять использовать. И в наборе было 4 винтика и также вот такие шурупчики, скорее всего, для надстройки, но сегодня мы ее не будем рассматривать, и я вам покажу нюансы по сборке базового шасси. Допустим, вы деталь уже загрунтовали, покрасили, и вам нужно вставить остекление. И здесь все стеклышки на одной детальке, она вставляется довольно туго, и по большому счету ее можно не приклеивать. Здесь есть направляющий штырек,
он находится по центру кабины. Но, кстати, эту деталь я уже примерял, она не совсем совпадает с верхней частью крыши, и здесь получается довольно большой зазор. Возможно, после покраски зазор немножко уменьшится, но я думаю, нужно будет здесь немножко подточить поверхность, чтобы деталь более плотно прилегала к стенкам кабины. И опять же, еще раз повторюсь, вот именно поэтому нужна примерка деталей. Вы можете все подготовить, покрасить, и после сборки вы уже обнаружите, что некоторые детали плохо сопряжены друг с другом. Также еще один момент. Здесь есть отверстие под установку зеркал заднего вида. Тоже вам покажу сам элемент. И водительскую сторону я уже подготовил. Расточил отверстие, и сюда вставляется штырек от ножки зеркала. Он входит очень просто. И я взял запас, потому что после грунтовки и покраски отверстие, соответственно, уменьшится. А с правой стороны я отверстие не подготавливал. И как раз вы можете обратить внимание то, что сюда не вставляется ножка. Вот еще один момент. И, допустим, если вы упустите этот нюанс, покрасите, соберете модель, обнаружите, что у вас зеркальце не прилегает, вам нужно будет рассверливать поверхность, возможно, вы повредите лакокрасочное покрытие, и, опять же, это еще одни затраты на перекраску кабины грузовика. Также здесь есть отверстие для установки дверных ручек. В комплекте было 3 детали. Одна, видимо, запасная. И эти отверстия не сквозные, но ручка хорошо встает, она не выпирает. Если у вас деталька будет выпирать, вы можете подрезать или кончик ручки, или насквозь просверлить отверстие. И эти детали тоже можно окрасить, можно оставить неокрашенный пластик. И я думаю, на модели я покрашу раму, а некоторые навесные детали оставлю неокрашенные, потому что они будут контрастировать и выглядеть как отдельная деталь. Если все окрасить, например, черной глянцевой краской, то детали будут сливаться, и, на мой взгляд, выглядеть они будут не так привлекательно. Далее. После того, как вы установили остекление, вам нужно поставить панель приборов. Она тоже может окрашиваться в цвет кабины грузовика. Вы можете покрасить этот элемент в какой-то другой оттенок. Также в комплекте поставляются декали, не забудьте их наклеить. И данный элемент вставляется в пазы на кабине. Опять же, вы можете эту деталь вклеить, можете оставить так. И, кстати, здесь есть пазик для напольного покрытия. И я пробовал эту деталь вставлять уже установленной на плашке салона, и также вставлять элемент интерьера с установленной панелью приборов на кабине грузовика. Не знаю, какой лучше вариант, но эта деталька вставляется тоже не очень хорошо. Видимо, пластик немного погнулся, и вот если прижать его здесь, получается, видите, он выпирает. Ну и вот так же можно прижать, и потом эта деталь фиксируется рамой. Еще один нюанс. Здесь на напольном покрытии есть отверстие для установки рулевой колонки. И также на этой детали есть штырек, который должен вставляться в плашку панели приборов. И опять же, здесь придется немножко повозиться, чтобы аккуратно установить эту деталь. Или сначала вы ее аккуратно приклеиваете под нужным углом, чтобы потом нижняя часть встала в отверстие. Или вклеиваете ее сюда и потом уже приклеиваете к панели приборов. Возможно, в этом плане лучше панель приборов изначально установить на элемент салона. Вот так она вклеивается.
И опять же, вы можете окрасить дверные карты в цвет панели приборов, можете их оставить в таком виде. Например, на ЗИЛ-157 от ССМ интерьер грузовика никак не окрашен. Также вам нужно установить педальный узел. Это довольно маленькая деталь. Ее можно оставить не окрашенной, потому что все равно ее никто не увидит. И этот элемент устанавливается вот так. Не перепутайте, как ставить педали. Также вы ставите рычаги управления раздаткой, переключение коробки передач и так далее. Здесь есть специальные отверстия на полу. Но детальки очень маленькие, поэтому будьте осторожны, чтобы их не повредить. Я их пока вставлю, вклеивать не буду сегодня. Но я думаю, принцип вам понятен. И в наборе было два одинаковых рычажка. Не знаю почему. Видимо, из-за того, что мелкая деталь, чтобы, если вы потеряете, был запас. И вот так выглядят установленные рычаги. И уже потом вы можете поставить сиденье. Эти детали тоже можно окрасить, можно оставить в таком виде. И после сборки вы уже всю эту конструкцию устанавливаете в кабину. Но так как у меня детали не вклеенные, я их демонтирую, чтобы они не потерялись. И плашку давайте вставим. Ну вот, что-то еще вывалилось. Педальный узел. Затем вы устанавливаете передние крылья. Они прикручиваются крепежным винтом. Давайте возьмем один винтик, прикрутим. И уже на окрашенную деталь вы можете установить светотехнику, фары ближнего света. Так они будут выглядеть. Опять же, эту деталь советую подготовить, потому что есть облой. И после подготовки и, возможно, окраски корпуса фары вы вставляете стеклышко. Опять же, можно сделать подложку из фольги. Можно окрасить внутреннюю часть фары серебристой краской, чтобы стекляшка была более выразительна. И также можно сделать небольшую доработку, срезать литничек, чтобы не виднелись черные точки. И можно, например, докупить линзы фар от какой-нибудь мастерской с уже детализированными рассеивателями. Тоже надо будет подумать, какой вариант сделать мне. Поворотнички на этом грузовике сделаны полностью прозрачными, и вам вручную нужно будет окрасить корпус этого элемента. Детальки очень маленькие, сейчас я вставлю для примерки. Вот так она выглядит установленной на крыло грузовика. И потом уже после установки фар вы устанавливаете защиту. Можно использовать деталь от АВД. Есть наборы такой защиты из фототравления. Но, скорее всего, на своем грузовике я оставлю оригинальный элемент, потому что он вполне ажурный. И опять же, собирать такую деталь из фототравления, я думаю, у меня не получится. Во всяком случае, с первого раза. Допустим, вы уже собрали все эти детали, вам нужно будет установить стеклоочистители. И опять же, есть один нюанс, во всяком случае, на моей кабине нету отверстий под эти элементы, и их нужно будет высверлить перед покрасочными работами. И в наборе были зеркала из фототравления и также пластиковые детали. Они у меня в пакетике.
Думаю, вы их увидите. И опять же, скорее всего, поставлю пластиковые детали, потому что они выглядят даже более реалистично, чем детали из фототравления. С кабиной мы разобрались. Также можно поставить сеточку на заднее стекло. Эта деталь тоже из фототравления. Можно ее окрасить в цвет кабины грузовика. Можно оставить кабину без сетки. Например, покажу вам модель от Автоистории, у которой этого элемента не было в наличии. И, кстати, еще один положительный момент в данном наборе, то, что там были некоторые узлы для бортовой платформы, и я их использовал для доработки вот этого грузовика от Автоистории. Крючочки, которые изначально отсутствовали на модели от Аиста. Я их поставил на свой грузовичок, и вид модели тоже преобразился. Давайте пойдем дальше. Посмотрим, как детали устанавливаются на раму грузовика. И здесь очень много элементов одно целое вместе с рамой этой масштабной копии. И мне казалось, что данная модель более проработанная. Но, тем не менее, она смотрится вполне нормально. Балансирная тележка здесь фиксированная. Как видите, рессоры и задние мосты это одно целое вместе с рамой. И, кстати, на верхнюю часть рамы устанавливается плашка двигателя. Зачем сделали этот элемент, я затрудняюсь ответить, потому что он никакой нагрузки не несет, и этой детали не видно, только если с нижней части, часть коробки передач. Но, опять же, видимо, производителю виднее. Вы можете окрасить детальку серебристой краской, можете оставить ее в черном цвете. После того, как вы ее поставите, вам нужно будет установить лебедку. Опять же, эту деталь вы можете красить, можете оставить в таком виде. И перед установкой детали я советую намотать трос, потому что потом его наматывать будет не так удобно. Тросик есть в комплекте, также крючочек, который вы ставите на конец тросика. И потом вы вклеиваете эту деталь за передний бампер. Далее нам нужно установить амортизаторы. Для них есть специальные отверстия. И, скорее всего, амортизаторы я не буду окрашивать, потому что если их не покрасить, они немножко будут выделяться на фоне окрашенной рамы и выглядеть более правдоподобно. Во всяком случае, я так думаю. Посмотрим, что получится. На другую сторону вы устанавливаете другой элемент. И также здесь присутствует радиатор охлаждения. Опять же, можете оставить его в черном цвете, можете покрасить серебристой краской. И эту деталь я, скорее всего, покрашу в серебристый цвет. И она вставляется в специальные пазы на передней части грузовика. И я думаю, мы можем попробовать прикрутить раму. Единственное, здесь еще нужно установить карданные валы, но этот элемент устанавливается после закручивания крепежного винта. Поэтому я думаю, мы делаем все правильно и не придется заново откручивать раму. Вроде ничего не пропустил, но если что-то пропустил, так как рама у нас на винтиках, ее демонтировать не будет проблемой. Вот так она прикручивается. И устанавливается раздаточная коробка и карданные валы. Так, как они идут? Вот так, наверное. Опять же, эту деталь можно вклеить, можно оставить не вклеенной. Я посмотрю, как она
держится, и скорее всего можно просто прихватить кончики карданных валов, а центр оставить в подвешенном состоянии, потому что если вдруг когда-то придется разбирать модель, вам не нужно будет выламывать деталь. Тоже карданы немножко изогнуты, нужно будет их подправить, чтобы они вставали в посадочные места. И потом вы устанавливаете выхлопную систему. Ее заранее можно покрасить. Для нее тоже есть 3 крепежных точки. Советую сначала примерить, как встает деталь, и потом... Не видно, куда он вставляется. Это мое первое видео такого плана, поэтому если что-то на камеру не видно, вы уж извините. Тоже можете писать в комментариях. И если вам понравится данная рубрика, мы можем ее продолжить и покажу вам, как собираются другие масштабные копии. Вот так выглядит готовый вариант с установленной выхлопной системой. Далее нужно установить топливный бак. Для него есть специальный кронштейн. Он вставляется в 2 отверстия с водительской стороны на раме. Тоже вклеиваете эту детальку. И, кстати, в наборе по сборке передвижной мастерской у автомобиля 2 топливных бака, но на раме нету с правой стороны отверстий. Вам нужно будет или их просверлить самостоятельно, или топливный бак не устанавливать совсем. И топливный бак состоит из 3 частей. Вы их тоже склеиваете. Можете окрасить деталь, можете оставить ее в таком виде. И приклеиваете горловину топливного бака. Так она вставляется. Кончик должен быть загнут кверху. И можете украсить эту деталь крышечкой из фототравления. Тоже она попадается в различных наборах. И потом вы уже топливный бак приклеиваете на кронштейн. И советую топливный бак приклеивать к уже установленному на раму кронштейну. Тогда вы можете посмотреть, как он лучше будет прилегать к деталям. И здесь также поставляется дополнительный топливный бак, но на раме этого грузовика нету кронштейнов для этого элемента. Он ставится на заднюю часть, вот сюда. Но опять же, видите, здесь нету штриков. Хотя на модели от автоистории на раме этот элемент установлен. Видимо, используются разные рамы. И как раз, еще раз повторюсь, я считаю, это базовое шасси, на которое уже можно устанавливать различные надстройки. Те элементы, которые я не буду использовать на масштабной копии, плашки под номерные знаки, отверстия я заделаю, сюда потом поставлю регистрационные номерные знаки из фототравления от студии Микродизайн. Также на эту модель я не буду устанавливать задние фонари в раму. Здесь есть специальные кронштейны, но опять же в раме отсутствуют отверстия под эти детали. На варианте от Аиста они есть. И, скорее всего, осветительную технику я буду ставить на надстройку этого грузовика. И также вы уже потом можете установить колеса. Колесные диски опять же можно окрашивать, можно оставить в таком виде. Покрышки я советую перед установкой немножко погреть в теплой воде, тогда они лучше одеваются. И перед тем, как одевать покрышку, я советую на колесный диск установить оси. Вы просто берете какую-нибудь мягкую тряпочку, ставите на нее диск, потом вставляете ось и аккуратно молоточком ее загоняете в посадочное место. Только опять не переусердствуйте, чтобы не сломать хрупкий пластиковый элемент. Сегодня я заниматься сборкой дисков не буду.
Как видите, сборка этой модели не такая сложная, как кажется на первый взгляд. И следующий этап — это грунтовка, покраска деталей и уже финишная сборка. В какой цвет я буду красить базовое шасси, еще не решил. Скорее всего, грузовик будет с кабиной голубого цвета. И вместо надстройки я сюда поставлю бортовую платформу от 130-го ЗИЛа или самосвальный кузов. Опять же, еще не решил. И следующий видеоролик по финальной сборке, возможно, выйдет в следующем месяце, возможно, чуть позже. Потому что видеоролики я записываю в разное время, и не всегда время записи совпадает с временем публикации. Если вам понравилась данная рубрика, поддержите видеоролик лайком. Также оставляйте ваши комментарии, какие сборные модели вы бы хотели увидеть на этом канале. Не забывайте заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. И также можете вступить в мои группы ВКонтакте и Фейсбуке, там участники моего сообщества делятся фотографиями своих коллекций миниатюрных автомобилей. На сегодня это все. До новых встреч. Пока.